Почему граница между Мексикой и Соединенными Штатами является крайне опасным местом? Какие угрозы для жизни несет нелегальное пересечение этой границы? Что происходит с людьми, попавшими в плен к картелям в приграничной зоне? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в этом видео. Сегодня я расскажу вам о многих ужасах, с которыми сталкиваются нелегальные иммигранты. Сложности иммиграции. Жизнь в Соединенных Штатах Америки является самой прекрасной мечтой для многих жителей нашей планеты. Люди ищут там перспективы, свободу и исполнение своих желаний о новой жизни. Но не каждый человек готов к тому, чтобы проходить через долгий процесс получения американской визы. Некоторые ищут как можно более простой способ, чтобы попасть в эту страну. Многие люди покупают в Мексике машину с американскими номерами, а после на ней пересекают границу со Штатами, чтобы там получить политическое убежище. Часто именно такие истории можно увидеть на просторах интернета. Но действительно ли все так просто, как нам это показывают? По сути своей, переход через границу только способ для того, чтобы оказаться в Америке, а не часть иммиграционного процесса. Чтобы получить политическое убежище в этой стране, необходимо сделать очень много всего. Например, необходимо нанять иммиграционного адвоката, который поможет собрать доказательства того, что на родине вам действительно грозит опасность. Также адвокат поможет собрать необходимый пакет документов. Но даже это не гарантирует, что вам удастся пересечь границу с первого раза. Возможно, необходимо будет предпринять несколько таких попыток, а это влечет за собой огромный стресс и денежные затраты. Но даже денежные затраты меркнут по сравнению с тем, что пересечение границы между Мексикой и Соединенными Штатами является незаконным. Каждое нелегальное проникновение в Америку несет за собой риск. Человека могут задержать и депортировать, запретив въезд в Штаты в будущем. Конечно, у каждого человека, который хочет жить в Соединенных Штатах, есть выбор. Они могут попасть в страну не только незаконно, но и законным путем. Но для того, чтобы законно находиться в стране, нужно иметь много денег, связей и важную причину. И далеко не у каждого человека есть все вышеперечисленное, а некоторых в Америку из Мексики и вовсе толкает нужда. Самая опасная граница. Самым опасным сухопутным миграционным путем в мире считается граница между Мексикой и Соединенными Штатами Америки. Сотни людей там пропадают без вести или погибают. Статистика говорит о том, что около 7 сотен человек в год так или иначе навсегда исчезают при попытке пересечь эту границу. Но жертв, вероятно, намного больше. О многих пропажах или смертях людей просто некому сообщать. В эту статистику также не входят данные от коронеров Техасского пограничного округа и данные от мексиканских спасателей. Такое количество жертв вызвано тем, что многие люди просто не могут позволить себе законно пересечь границу. Оттого они и выбирают, пусть не самый безопасный, зато самый быстрый способ попасть в Америку. Из-за того, что пограничная зона больше похожа на бескрайнюю пустыню, где растут только какие-нибудь кусты. Земля здесь состоит из каньонов и холмов, которые находятся под постоянным солнцепеком. Люди, которые пробираются через эту местность на пути к границе, становятся жертвами теплового удара летом или переохлаждения зимой. Чаще всего люди становятся жертвами пустынь Сонора и Чиуауа. В приграничной зоне часто бывают патрули, и если незаконный мигрант им попадется, то его депортируют. Никакой уголовной ответственности это не повлечет, если мигрант не совершал преступлений, но въезд в Америку будет закрыт для этого человека. Но депортация – это еще полбеды. Пограничникам разрешено использовать оружие при крайней необходимости. И чаще всего, конечно, это правило соблюдается, но в жизни все не так просто, как в своде правил. Иногда невинные мигранты погибают именно от этого оружия. Однако не стоит думать, что из-за того, что злые пограничники убивают невинных. Необходимо понимать, что ежегодно в Америку через эту границу попадает сотни тонн запрещенных веществ. И доставляют их далеко не самые невинные люди, ищущие в Штатах работу. Помимо ужасных погодных условий, в приграничной полосе обитает множество криминальных элементов, что делает ее еще более опасной. В этом месте работает множество наркокартелей, которые борются сразу с двумя государствами. И невинный человек может случайно оказаться в центре перестрелки или погони и так погибнуть. Помимо этого, на приграничной полосе работают койоты, люди, которые помогают пересекать границу. Вот только они не всегда добросовестно выполняют свою работу. Некоторые койоты сначала берут деньги у тех людей, которые хотят пересечь границу, а затем во время долгого и тяжелого пути продают некоторых своих подопечных в рабство. Еще контрабандисты могут просто бросить целую группу людей, которую они взялись переправить через границу. Помимо этого, койоты могут продать ничего не подозревающего мигранта и картелям. Это для них довольно выгодный бизнес. За одного человека койот может получить от 5 сотен до 20 тысяч долларов. Все зависит от способности
способностей, здоровья и социального статуса человеческого товара. Если человек не богат, то всю оставшуюся жизнь он будет работать на благо картеля. Если же он из состоятельной семьи, то за него запросят выкуп у родственников. В искусстве переговоров у картелей нет равных. За годы подобного бизнеса они набрались достаточно опыта, чтобы завершать подобные сделки себе на пользу. Да и аргументы у них весьма убедительные. Они отсылают родственникам пленника его части тела и видеозаписи с процессом их отделения. И в жестокости картелям также нет равных. Если за человека не платят деньги, то с ним жестоко расправляются на глазах других пленников. А то, что происходит дальше, даже страшно рассказывать. Но и это еще не все. Не меньшую опасность представляет культ Саната Муэрте. Представители этого культа смерти отличаются особой жестокостью. Они практикуют жертвоприношения и многие другие кровавые ритуалы. И часто основной фигурой в этих ритуалах выступают мигранты, которых им продали или которые попались им в руки по собственному невезению. Многие, кому удалось выбраться из самых жутких ситуаций на границе, рассказывают свои истории, и от некоторых из них становится действительно не по себе. Похищенные. Поистине ужасная участь ждет того, кто попался в руки картелей. Этих людей держат в ужасных условиях. Каждый день их существования в лагере картелей наполнен страхом, давлением и ожиданием скорой казни. Помимо этого, пленники вынуждены смотреть, как бандиты казнят тех, за кого не смогли заплатить родственники. Один из очевидцев подобной казни рассказал, как на его глазах расчленили целую семью. Их убили из-за того, что деньги за их выкуп так и не поступили. Единственное, что мог делать очевидец в тот момент, прикрывать глаза и уши своей маленькой дочери, чтобы впоследствии ребенок не запомнил этот кошмар. Но дальнейшие события еще больше шокируют. После того, как с несчастными было покончено, бойцы картеля приготовили их тела на костре и заставили остальных пленников съесть все. Тех, кто пытался отказаться, ждала смерть. Другой пленник рассказывал о том, что попался в руки картелю. Чтобы избежать печальной участи, парень назвался вымышленной фамилией. Пока бандиты пытались найти его страничку в социальных сетях, парень молился, чтобы им на глаза не попалась фотография с его дядей. На фото юноша был запечатлен со своим близким родственником и его машиной. Увидев такое, представители картеля сразу могли затребовать выкуп, ведь родственникам есть что продавать для спасения члена семьи. Но для парня все закончилось не так уж и плохо. Бандиты не смогли обнаружить его страничку, а у самого мигранта брать было нечего. Тогда его раздели догола и выгнали прочь из лагеря. Юношу предупредили, что если он попадется им еще раз, то будет убит. А чтобы наверняка не спутать пленника ни с кем другим, на его руках и ногах вырезали специальные знаки. Парню очень повезло вернуться домой, не попав в руки другого картеля или культа смерти. С тех пор он больше не предпринимал попыток бежать через границу, ведь помнит предупреждение, которое ему дали. Известно множество случаев, когда люди, только получившие свободу в одном лагере, сразу же попадали в другой. И там у их родственников снова требовали выкуп. И история могла повторяться по кругу несколько раз. Самым печальным исходом для похищенных остается попадание в руки Санта Муэрте. Оттуда живым не выбрался еще никто. Недавно стало известно о случае, когда в Мексике пропала москвичка. Перед исчезновением она успела сообщить родственникам, что за ней гонится автомобиль картеля. Хотя девушка даже не пыталась пересечь границу, она просто оказалась в приграничном городе, где уровень преступности крайне высок. Члены картеля отобрали автомобиль девушки, высадили из него всех ее попутчиков, а саму москвичку забрали с собой. Позже девушка связалась с мужем и попросила перевести деньги на некий счет. С тех пор девушка выходила на связь еще несколько раз, прося денег снова и снова. Мужчина каждый раз отправляет выкуп и ждет, что его жену отпустят, но и без дела он не сидит. Чтобы помочь своей жене, мужчина обратился в посольство России. Оттуда его обращение ушло в Генеральную прокуратуру штата Тамаулипас, где пообещали собрать поисковый отряд и вернуть его жену на родину. Девушку обнаружили через 2 дня и освободили. Девушка рассказала, что бандиты настойчиво предлагали ей запрещенные вещества. Когда она отказалась, стали спрашивать у нее, проводили ли ей когда-либо операции. После отрицательного ответа девушки они предложили ей провести несколько. Затем похищенная рассказала, что может предоставить им деньги. Пусть у нее их и нет, но ее муж или друзья обязательно переведут. Бандиты согласились. Когда они получили необходимую сумму, то обещали отпустить девушку, но полиция нашла похитителей раньше. Позже девушка выяснила, что картели специально предлагают пленникам наркотики. Если похищенный употребит их, то останется должен картелю огромные деньги, которые после должен будет вернуть или отработать. А если откажется, то его запытают до смерти. Те, кому повезло больше. Одна девушка рассказала, как ради своего любимого пересекла границу ради любви. Девушка, назовем ее Мария, познакомилась со своим избранником, мексиканцем, в Штатах еще во время учебы. Но вот период ее обучения подошел к концу, и она вернулась на родину. А ее избранник, который в тот период находился в стране нелегально, уехал в Мексику. Но любовь оказалась сильнее преград.
Мария решила, что любовь ей дороже всего, и отправилась к своему возлюбленному, но в Мексике они прожили недолго. Так как ее парень раньше уже пересекал границу с Америкой, Мария доверилась ему, и они отправились в путь. За переход границы пара отдала $11 тысяч. Деньги за переход выплачивались частями. На протяжении всего пути девушка связывалась с доверенным лицом, которое отправляло необходимую сумму койоту. Большую часть оплаты отдавали только на территории Соединенных Штатов. С собой наличность было иметь нельзя, мигрантов могли просто ограбить и бросить на произвол судьбы в середине пути. Во время перехода их всегда сопровождали разные люди, которые сменяли друг друга в определенных точках маршрута. Когда пришло время начать эту опасную миссию, Мария с женихом прибыли в назначенное место. Это был берег реки Рио-Гранде. Там собрались и еще несколько незнакомых девушки-людей, которые тоже собирались пересечь границу. А койот надувал в это время самую обычную лодку. Когда все было готово, мигранты погрузили свои вещи на судно и поплыли. Гребли все вместе, чтобы поскорее перебраться на тот берег. Стояла такая хорошая погода, что девушка даже на секунду забыла о том, что они вот-вот нелегально пересекут границу. Как только лодка достигла другого берега, койоты дали всем присутствующим инструкцию. Далее им необходимо было бежать 1,5 мили по полям и лесам. Запрещено было останавливаться или помогать тем, кто, например, упал. Будущих мигрантов предупредили, что если кто-то отстанет, то за ними не вернуться. Бежал этот маленький отряд через множество ферм, хозяевам которых заплатили, чтобы они не обращали на бегунов внимания. Их путь был окончен у дороги, где их уже ожидала машина. Марию и ее жениха отвезли в дом сторонницы культа смерти, где они провели целую неделю. Вопреки ожиданиям Марии, хозяйка дома оказалась очень доброй и понимающей. Когда девушка пожаловалась, что ее пугает статуя Святой Смерти, женщина любезно прикрыла ее простыней. А после и вовсе разрешила Марии переселиться в другую комнату. После недельного отдыха Марию и ее возлюбленного должны были перевезти на машине через границу. Это было самой опасной частью их путешествия. На границе стран через каждые 30 миль расположены посты, на которых проверяют документы у всех без исключения. Водителем их автомобиля оказался очень милый дедушка, которого Мария даже пожалела. Она думала, что этому доброму старику наверняка нужны деньги, иначе бы он не работал в такой сфере. Но внешность бывает очень обманчива. Пара оказалась в одной машине с главой всех койотов, что поразило девушку. В итоге Мария и ее будущий муж успешно пересекли границу и прожили несколько счастливых лет в Соединенных Штатах. Они поженились и устроились на работу, но вскоре мужа девушки депортировали, и она отправилась в Мексику вместе с ним. Те, кому повезло меньше. Многие мигранты пересекают границу успешно или возвращаются домой живыми. Однако множество несчастных теряют свои жизни и свободу в погоне за мечтой. Известен случай, когда 10 человек погибли при попытке пересечь Рио-Гранде. Мигранты на лодке переправлялись через реку, но после разлива из-за дождей течение было слишком сильным. Река оказалась чрезмерно глубокой, и люди просто не смогли выплыть. Мать с 2 детьми пытались пересечь границу возле парка Шелби в Игл-Пасс. Там нелегальные мигранты часто находят свой путь в Америку. Но течение в реке, через которую переплывала женщина, оказалось сильным. Она начала тонуть и звать на помощь, но никто не пришел. Американским солдатам, которые слышали ее крики, запретили помогать тем, кто пытается нелегально пересечь границу даже в экстренных ситуациях. Вот так женщина погибла вместе со своими детьми. Еще одной группе людей тоже не повезло. На улицах Соединенных Штатов был найден грузовик, из кузова которого доносились крики о помощи. Обнаруживший страшную находку мужчина осторожно приоткрыл дверь. То, что он увидел внутри, будет преследовать его в кошмарах. Кузов автомобиля был заполнен телами мертвых и едва живых людей. Мужчина вызвал скорую, и врачам удалось спасти 16 пострадавших. Остальные 46 человек были уже мертвы. Все люди, находившиеся в грузовике, были нелегальными мигрантами, которых перевезли через границу. Однако пункт высадки оказался слишком далеко, а температура внутри грузовика вдвое превышала температуру человеческого тела. Из-за этого почти все пассажиры получили тепловой удар и скончались. Водитель грузовика, увидев эту жуткую картину, просто сбежал, бросив выживших на произвол судьбы. Через несколько дней число погибших возросло до 53 человек. Известны случаи, когда люди оказывались в помещениях с едой и водой, где они могли получить помощь. Но смерть находила их там. Так было в случае, когда американские пограничники задержали группу мигрантов и отправили их в пункт временного содержания. Среди мигрантов была девочка, которой на тот момент исполнилось 7 лет.
Она погибла спустя несколько часов после задержания. Причиной стал шок из-за голода и сильного обезвоживания. Отец девочки утверждал, что она была здорова до прибытия в пункт содержания. У него даже имеются документы о том, что медицинский осмотр малышка прошла без проблем. Да и на самочувствие она не жаловалась. Но за 2 дня в пункте временного содержания состояние ребенка полностью изменилось. Пограничники, в свою очередь, говорят, что у нелегалов был доступ к еде и воде. А отец не позволил девочке пройти осмотр у доктора. Состояние малышки резко ухудшилось только в конце 2-го дня. А значит, девочка не могла погибнуть по их вине. Незаконное пересечение границы является серьезной проблемой, затрагивающей как национальную безопасность, так и права человека. Часто подобные действия приводят к трагическим последствиям, включая травмы или даже гибель людей. Важно повышать осведомленность населения о рисках, связанных с незаконным пересечением границы, и обеспечивать защиту прав тех, кто ищет убежище или лучшие условия жизни. Давайте помнить, что за каждой цифрой стоит история. Берегите себя и будьте осторожны. Спасибо за внимание.